Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Тимур, и я программист 2010 года. Сегодня хочу поговорить о ChatGPT. Это технология, которая получила большую популярность в этом году, но в основном ей пользуются технические специалисты, айтишники, программисты и копирайтеры. Я же хочу, чтобы она стала доступна и популярна и среди не специалистов. Сегодня хочу показать, как начать пользоваться чатом GPT, а также несколько практических советов, рекомендаций и областей, в которых он может быть полезным. Чтобы начать использовать, достаточно либо установить приложение, есть версия для Android и iOS, либо, как второй вариант и самый простой, просто зарегистрироваться на их официальном сайте. Сегодня я покажу, как зарегистрироваться и начать использовать ChatGPT на официальном сайте OpenAI. Для начала нужно зайти на сайт chat.openai.com. Сайт будет в описании. Переходим на сайт. Видим страничку. Страница на английском, но это не должно нас смущать. Интерфейс простой и понятный, текстов мало. Если у вас уже есть аккаунт, нажмите на левую кнопку «Логин». Если нет аккаунта, то правая кнопка. Нажимаем правую кнопку. Тут есть несколько вариантов. Можно зарегистрироваться по почте, то есть вводим, нажимаем кнопку Continue, зеленая кнопка. Либо можно зайти, используя авторизацию Google, Microsoft, либо Apple. То есть тут вы можете выбрать способ, который вам ближе. У меня есть аккаунт, поэтому я нажимаю на кнопку Login. Для меня наиболее удобный способ – это авторизация через Google. Поэтому жму «Продолжить». Таким образом, я оказываюсь внутри ChatGPT. Интерфейс достаточно простой, и давайте быстро по нему пройдемся. Слева на черном фоне есть кнопка для создания нового чата, то есть сейчас она не работает, потому что наш чат пустой. Ничего не происходит. Также под этой кнопкой будет история обращений. Ниже есть кнопка для покупки платного доступа. Сейчас нам это не нужно. Потом кнопка с именем пользователя, которая позволяет выйти из своего аккаунта, перейти в настройки, либо ввести инструкции ChatGPT, о которых мы поговорим позднее. В настройках не так много вариантов. Можно выбрать тему оформления. Системно это означает такая же, как тема системы, то есть темная либо светлая. Либо явно выбрать одну из двух тем. Также есть возможность удалить все свои чаты. Сейчас у нас нет ни одного чата, поэтому кнопка недоступна. Также можно выгрузить либо удалить всю информацию о себе, но в данном случае это не так интересно. Далее переходим в основное окно. То есть самая большая область – это область переписки с чатом GPT. Сверху есть две кнопки. Это версии, модели, на которых обучен ChatGPT. Бесплатная версия – это ChatGPT 3.5. Он имеет некоторые ограничения и знает меньше информации, чем GPT-4. GPT-4 доступна в платной версии. Но в нашем случае ChatGPT 3.5 вполне достаточен. Ниже есть 4 кнопки быстрого доступа, который формирует некоторые запросы за нас. В данном случае эти кнопки можно просто проигнорировать. И самое основное окно, которое нас интересует, окно ввода запроса. Ниже. То есть по факту это обычное окно переписки в чате, знакомое по различным мессенджерам, вроде Telegram, либо WhatsApp. То есть поле для ввода текста, кнопка «Отправить». Вся переписка с чатом GPT происходит в виде диалога. То есть мы формируем первый запрос, обычно это некоторый вопрос, который может содержать различные описания.
То есть мы спрашиваем ChatGPT, например, какого-то совета. И ChatGPT нам на этот совет отвечает. К примеру, можем спросить такой вопрос. Самая большая страна. ChatGPT моментально отвечает. Пишет, что самая большая страна в мире – это Российская Федерация. Также, если мы хотим что-то уточнить в рамках этой переписки, то можем ответить ниже. ChatGPT помнит все данные о нас и то, что мы ввели в рамках одной переписки. То есть, грубо говоря, это то, что в левой колонке отображается как отдельная тема. Например, большая страна. И пока мы пишем следующие запросы в продолжение первого запроса, то ChatGPT учитывает предыдущую информацию. Например, можем спросить вопрос, который сам по себе не имеет смысла. Например, какие есть еще? Посмотрим, что он ответит на такой, казалось бы, неочевидный вопрос. То есть ChatGPT понимает, что речь идет о больших странах, и, соответственно, ответ у него соответствующий. То есть пишет следующие большие страны. Это Канада, Соединенные Штаты Америки, Китай, Бразилия, Австралия. То есть если мы хотим продолжить беседу по определенной тематике, уточняя вопросы и пытаясь получить более точный ответ, мы можем продолжать переписку ниже. Если же мы хотим сменить тему, то можно нажать кнопку New Chat. Это открывает новое окно, где мы можем задать новый вопрос, и ChatGPT не будет знать совершенно ничего про наши предыдущие вопросы. Также стоит учесть, что ChatGPT не знает о нас никакой информации. Соответственно, он учитывает только ту информацию, которую она знает. К примеру, одна из сфер использования ChatGPT в быту может быть такая. То есть это как рекомендация рецептов. То есть можно написать в самом общем виде. Предложи рецепт на завтрак. Например, так. В ответ получаем максимально подробный рецепт с ингредиентами и инструкцией по готовке. То есть теперь, к примеру, мы хотим уточнить какой-то нюанс. Например, что мы видим? В рецепте есть яйцо и молоко. А, к примеру, у нас аллергия на яйцо и неусвоение молока. Допустим, так и напишем. У меня аллергия на яйца и неусвоение молока. Так. Ну, попробуем. Так. Мы видим, что ChatGPT учел наши рекомендации и предложил рецепт, который не содержит ни молока, ни яиц. Также можно уточнить дальше. Например, спросить какой-то рецепт с учетом имеющихся ингредиентов. Например, у меня есть только картофель и сыр. Даже с учетом такого уточнения ChatGPT моментально предлагает решение с учетом новых данных. К вопросу про уточнение есть возможность сразу задать ChatGPT какую-то базовую информацию о себе, чтобы каждый раз не уточнять детали
которые могут быть важны не один раз. Для этого в настройках профиля есть такая кнопка Custom Instructions. То есть это первая кнопка, когда жмем на имя пользователя. Тут появляется два поля. Первое поле – это вводные инструкции о себе. То есть тут пишем имя, возраст, пол, какие-то особенности. Например, та же аллергия. Допустим, так и укажем, что мне 36 лет, у меня аллергия на яйца и молоко. Во втором поле можно уточнить формат ответа. Подробный, менее подробный. Или, например, попросить его везде указывать источники. Указывай источники информации. ChatGPT — это такая система, которая обучена на практически всей доступной информации в открытом доступе в интернете. То есть он знает полностью Википедию, многие сайты, которые доступны в Google, различные кодовые базы для программистов и многое другая информация. И, соответственно, если попросить его указывать источники, то он под ответами должен выдавать ссылки, откуда эта информация была взята. В ряде случаев ChatGPT делает предположения на основе каких-то логических выводов. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось с учетом текущей информации. Попробуем создать новый чат, в котором ChatGPT не знает ничего о нас, например, про нашу аллергию. Напишем еще раз. Предложи рецепт на завтрак. Сразу же видим, что в ответе он сразу же упомянул, что предлагает рецепт на завтрак без яиц и молока. То есть он сразу же учитывает наши изначальные настройки в абсолютно новом запросе. То есть мы получаем сразу хороший рецепт без дополнительных уточнений. Так, это одна из сфер использования ChatGPT. Следующая сфера, например, это рекомендации в поездках. То есть, к примеру, можно написать, что вы хотите поехать в отпуск в какое-то определенное место, например, в новую страну на определенное количество дней и не знаете, чем там заняться. ChatGPT может помочь вам в этом. Например, пишем: у меня будет отпуск в Турции, в Анталии на неделю. Предложи, куда сходить. Максимально общий вопрос. Посмотрим, какой будет результат. Мы получаем моментальный ответ. И сразу есть какие-то варианты. Мы получили 5 достаточно общих предложений с информацией, что есть интересного. Можем уточнить ответ, например, попросив его написать подробный план. Напиши подробный план на каждый из 5 дней. Ну, к примеру, что-то подобное. То есть получаем максимально подробный ответ. Как видим, много информации, разбито на различные части дня. То есть планы на утро, на день, на вечер. И так каждый день. То есть может быть очень полезно, если вы действительно не знаете, чем заняться. И едете в абсолютно новое место.
И это может быть абсолютно любой город любой страны мира. Теперь также в интерфейсе мы можем как редактировать предыдущие ответы. То есть, например, так, тут можем назвать, так, тут две кнопки. Первая кнопка это редактирует название чата в истории. То есть, к примеру, большая... Так, последнее было путешествие. То есть можно назвать, например, просто Анталия. Вторая кнопка позволяет удалить конкретный чат. Все, этого чата нет, у нас есть 3 предыдущих. Также есть возможность очистить все чаты. Эту кнопку мы видели в настройках. То есть жмем на имя пользователя. Кнопка посередине Settings, это настройки. И красная кнопка «Очистить». Эта кнопка очищает всю историю всех чатов. Подтверждаем. Все, история пустая. Можно спрашивать что-то следующее. Новый вариант, какой может быть полезный. К примеру, например, если вы занимаетесь съемкой каких-то фотографий, например, ведете блог в Инстаграм или в других социальных сетях, ChatGPT может составить подробный план, что вам снять в определенный день. То есть, например, пишем: я веду, например, канал в Telegram. В Telegram о здоровом питании. Например, так. И просим его написать план контента на завтра. К примеру, так. Напиши план контента на завтра. Вот один из вариантов такой. ChatGPT моментально отвечает подробно. Видим утренний пост, советы, то есть полнейший конкретный план. Также можно попросить его написать какой-то план на неделю. И при этом, так как мы продолжаем текущую переписку, ChatGPT будет учитывать предыдущий ответ. То есть он начинает с понедельника и расписывает уже не такой подробный план, но в общих деталях описывает план абсолютно на каждый день. Далее его можно, если нужно, его можно попросить уточнить план на конкретный день. Так, например, пиши подробный план на среду. Так. И мы в данном случае получаем максимально подробную информацию. И теперь нам достаточно, следуя советам ChatGPT, выполнить все инструкции и подготовить материалы. При этом некоторые материалы, такие, особенно в текстовом виде, можно подготовить с помощью того же ChatGPT. То есть, к примеру, нам нужна какая-то статья. К примеру, напиши статью о пользе гречки. В ответе мы получаем небольшую статью с информацией о пользе использования гречки. Достаточно
эту статью немного подредактировать под свой стиль изложения, и можно публиковать, например, в том же телеграм-канале. Еще один способ полезного использования ChatGPT, к примеру, как консультант по тренировкам. То есть можно задать короткую информацию о себе. Опять же, это можно сделать в инструкциях здесь. Но мы напишем, например, здесь. То есть, к примеру, что мы хотим? Допустим, мы любим бегать. То есть, к примеру, я пробегаю 2 раза в неделю по 10 километров и хочу подготовиться к марафону через, например, 3 месяца. И хочу попросить ChatGPT составить для меня план тренировок. Так и напишем. Я бегаю 2 раза в неделю по 10 километров. Хочу пробежать марафон через 3 месяца. Например, напиши план тренировок. Так, ну, написали такой запрос в максимально общем виде. Посмотрим, что он ответит. Так. Уже неплохо. То есть он составил план пробежек на каждую неделю, каждого месяца. Притом некоторые замечания, общие рекомендации. Можно его попросить уточнить и написать какую-то подробную информацию. К примеру, написать в рамках текущей переписки, то есть общения на тему подготовки к марафону, спросить про питание. Например, порекомендуй план питания на период подготовки. Вот такой вопрос. Опять же, получаем достаточно подробную информацию, которую можно уточнять в следующих запросах, что весьма неплохо. Еще одно применение – это решение сложных, к примеру, психологических вопросов, например, воспитание с детьми. Тут сложно придумать конкретный пример, можно предположить какую-нибудь проблему. К примеру, у меня есть ребенок, подросток, мальчик, 13 лет. Начал гулять допоздна и ругается матом. Что делать в этом случае, чтобы наладить отношения? Ну, к примеру, такая вымышленная ситуация. Так, ChatGPT моментально отвечает, потом достаточно интересно. То есть предлагает открыть диалог, начать поговорить с вашим сыном спокойно и открыто, спросить его о его друзьях, интересах, что его беспокоит. Установите правила.
будьте терпимыми, поощряйте и так далее. Также, как мы видим, тут указаны источники. То есть это ровно то, что мы просили ChatGPT в исходных настройках. То есть он учитывает в данном случае первое поле и поле, где я попросил его указывать источники информации. То есть он указал источник. Теперь еще поиграемся вот с этими настройками. То есть уберем про источники, ставим про возраст. Но укажем разные возраста. К примеру, скажем, что мне 11 лет. И это вся информация. И, например, я люблю футбол и сладкое. Так. И в новом чате просто будем спрашивать о плане на завтра. Напиши, чем заняться завтра. Так. ChatGPT моментально отвечает и предлагает рекомендации согласно возрасту, который мы задали в настройках. То есть он предложил поиграть в футбол, посетить спортивную секцию, печь сладости, чтение книг, прогулка на свежем воздухе и изучение новых навыков. Это достаточно полезно, и опять же можно уточнить какие-то детали. Теперь попробуем изменить настройки и укажем, что мне не 11 лет, а мне, к примеру, 76 лет. Сохраняем. И задаем ровно такой же вопрос. Смотрим, что получили. Тут уже гораздо меньше информации, но видно, что ChatGPT учитывает интересы. Также еще одна сфера применения ChatGPT – это как универсальный переводчик, который переводит с учетом контекста и зачастую даже лучше, чем Google переводчик. К примеру, напишем такой запрос. Переведи «Я тебя люблю» на популярные языки. Такой запрос. И мы видим, что мы получили перевод на 7 наиболее распространенных языков. Это английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, китайский, японский. Можно уточнить, к примеру, переведи на 30 языков. В ответ мы моментально получаем перевод на 30 наиболее популярных языков. Также ChatGPT может переводить и достаточно большие тексты. То есть, к примеру, возьмем какой-нибудь из предыдущих ответов. Например, вот этот. Так, и попросим его перевести. Переведи текст ниже на английский.
Так, смотрим. И все получилось. То есть он перевел ровно то, что мы попросили. То есть текст, который мы просили перевести, ровно он на английский. Также мы можем тут же попросить его перевести на другой язык. Например, теперь на немецкий. И все. И ChatGPT моментально понимает, что речь идет именно об этом тексте, и он его переводит на немецкий язык. Притом качество перевода достаточно высокое. Еще одна сфера использования ChatGPT – это общение с различными инстанциями и написание каких-либо жалоб, особенно в письменном виде. К примеру, допустим, мы купили телефон, он у нас сломался через 5 дней, и нам не хотят его не ремонтировать, не менять на новый. Так и напишем. Я купил телефон, через 5 дней он сломался. В магазине не хотят ни чинить, ни менять. И попросим его написать жалобу. Напиши жалобу. Так, в ответе мы получили рекомендации, как написать такую жалобу. Можно попросить, например, предложить его написать точный текст жалобы. Напиши пример текста жалобы. Жалобы. Также, например, уточним, что мы купили телефон в Москве, например, и попросим его указать какие-то ссылки на, например, какие-то законы. Учитывая, что я купил телефон в Москве, напиши в тексте ссылки на законы о правах потребителей. Так, ну, к примеру, такой запрос. Так, в ответе мы получили достаточно подробное письмо. Может быть интересное. Тут есть поля, которые нужно заполнить. В тексте письма указано, что купили его в Москве. Тут есть про права потребителей. В целом это часто может быть очень полезным. Так, и последний пример на сегодня. Может быть полезный, опять же, с различными госорганами. Например, если вы хотите что-то сделать, куда-то подать документы и не знаете, какие документы нужны. К примеру, вы хотите получить загранпаспорт и не знаете, какие документы нужно подать. Так и напишем. Я живу, например, в Самаре. Хочу получить загранпаспорт. Какие документы надо подать?
Так, попробуем. Насколько будет хороший ответ. Так. Мы видим список документов достаточно неплохо. Опять же, можно уточнить какие-то детали, но для какой-то общей информации этого более чем достаточно. Так, в целом это все рекомендации на сегодня. Если вам интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, спрашивайте, в каких сферах было бы интересно, так как тема ChatGPT безгранична, и можно прокачивать и улучшать навыки и облегчать свою жизнь практически бесконечно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.